Здравствуйте, мои друзья. Сейчас мы на практике посмотрим, как это все работает. Напоминаю, что в первой части я вам показал два способа, две программки, с помощью которой можно без проблем слушать музыку, а также пользовать другие заблокированные ресурсы. Причем это касается не только Украины. Допустим, если в России вы хотите посидеть в офисе через Wi-Fi, который фильтрует адреса, то также можете использовать эти программы. То есть напоминаю, что нужно использовать именно IP России. Возможно, есть и IP других стран с аналогичными возможностями. Я думаю, вы подскажете мне в комментариях. Но пока что смотрим именно проверенное решение. Первая программка это Seed4Me. Значит что? Сейчас я подключен к сети через Wi-Fi. Пробуем для начала, смотрим наш IP-шник. Обновляем. Так, какая у нас страна? У нас Украина. Теперь открываем ВКонтакте. То есть ВКонтакте абсолютно вообще не открывается. Повторяем попытку. Он в общем мертвый. Далее. Для примера открываем программку Seed4Me. Так, как мы видим, что у меня подписка до 20 ноября, то есть на полгода. Это я просто скачал и мне дали полгода бесплатно. Пару дней назад или там вчера было 7 дней. То есть у них каждый раз условия раз. Итак, смотрим на интерфейс программы. То есть здесь все просто, одна страничка, ничего лишнего нет. Вот здесь выбираем IP-шник какой страны мы хотим использовать. Вот у меня здесь выбрана Россия, но мы пока переключимся, допустим, на Германию. Выбрали Германию, подключаем. Вот, подключился IP-шник Германии. Для контроля смотрим в браузере, что у нас показывает. Итак, Германия. Далее берем ВКонтакте. Так, мы видим, что музыка открывается. Сам ВКонтакте, естественно, открывается. И пробуем проигрывать все подряд. Так, первый есть трек. Так, второй мы видим, что не воспроизводится. Звука нет. Третий то же самое. То есть я вам скажу, что так и дальше. То есть идет большинство мы не можем проигрывать. Все, как бы эксперимент ясен насчет Германии. Теперь берем, открываем обратно наш VPN, ставим Россию. Россия. Так, мы для начала отключаем и заново подключаем. Россия, подключаем. Так, проверяем, правда ли мы в России. Так, смотрим. Действительно, Россия, Москва. Теперь открываем ВКонтакте. Сейчас посмотрим, может быть его желательно перезагрузить. Или нет. Вот уже появилась музыка. То, что у нас третий трек. Проверяем второй трек. Все. Звук есть. Дальше как бы все. Мы видим, все работает. Довольно шустро работает. Думаю, проверяем следующую программку. Опять же, ну уже не будем другие страны смотреть. Смотрим Россию сразу же. Вот у нас выбор. Как видим, тоже довольно большой выбор стран, но нас в данном случае интересует только Россия.
Кстати, вот о чем я говорил, здесь появляются рекламки. То есть бывает, что на весь экран, но это такое дело уже, приходится мириться. В общем, выбрали Российская Федерация, включаем. Так, есть. И вот что мы видим здесь. Есть ограничение на длину сессии, час 15 минут. Так, хорошо, проверяем теперь, что у нас за айпишник. Так, это было старое подключение с другой программы. Так, сейчас у нас вот Россия есть. На всякий случай вот у нас подключена через VPN Master. И открываем ВКонтакте. Для чистоты эксперимента сейчас вообще закрою ВКонтакте и заново открою. Так. И рекомендации. Пробуем. Есть. Второй. Есть. Третий есть. Все. Так что, друзья, как видим, все работает. Так что пользуйтесь этими вариантами. Сейчас каждый раз, каждый день появляются уже новые, специально заточенные под ВКонтакте или какие-то другие ресурсы, которые заблочили. Но многие из них довольно сырые еще, сделаны на коленке за несколько дней буквально. Но я тестирую несколько штук, посмотрим. Если что, ждите видео, я вам порекомендую самые удобные варианты с моей точки зрения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.